Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание нашему столу, а это, вы знаете, важный атрибут в каждом доме. И поговорим о том, какие же вещи ни в коем случае нельзя держать на столе. И что произойдет, если вы будете класть эти вещи, эти предметы на стол. Далее более подробно в этом видео, поэтому, друзья, обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всем приятного просмотра. Стол – это важный атрибут в любом доме, и за ним часто собираются все члены семьи. И не только для того, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать вкусно, но и для приятного времяпровождения. Сам стол во все времена символизировал домашний уют. Поэтому еще с древних времен наши предки учили уважительно относиться к столу. Его всегда нужно содержать в чистоте. На нем не должно быть беспорядка. И тогда такой стол такой стол будет всегда ваш дом притягивать и счастье, и уют, изобилие, достаток. И, конечно же, на таком столе всегда будет разнообразная и вкусная еда. В старину стол считался самым важным предметом в доме, и проявлять к нему пренебрежительное отношение считалось неприличным. На нем всегда стоял хлеб, а это, как вы знаете, хлеб – символ достатка. Многие, к сожалению, сейчас не задумываются над тем, как важно держать стол в порядке и соблюдать простые правила, чтобы потом не переживать, почему в доме появились, например, какие-то неприятные события, перестали вводиться деньги, начались конфликты в семье. Многие машинально кладут на стол ключи, сумку, пакеты с магазина или супермаркета, разные вещи из одежды. Но есть вещи, которые категорически ни при каких обстоятельствах нельзя класть и держать на столе, для того, чтобы не навлечь неприятности и бедность в свою жизнь, и не только в свою жизнь, но в своего дома и членов ваших семьи. Поэтому на столе никогда не должна находиться пустая посуда, пустые чашки, пустые тарелки, пиалы или что-либо другое. Запомните раз и навсегда, пустая посуда на столе притягивает бедность и финансовые проблемы в семью. Пустая посуда всегда должна быть чем-то заполнена. Нельзя и оставлять грязный и неубранный стол, даже если у вас был самый тяжелый день в жизни и вы очень сильно устали. Либо, например, в вашем доме или в вашей квартире было много гостей, отмечали какой-то праздник, и вам тяжело все убрать за один вечер. Делайте это не спеша и сколько потребуется времени, но ваш стол, помните, всегда должен оставаться чистым. Если вы решили оставить фруктовницу или конфетницу на столе для украшения вашего дома, она всегда должна быть полная. Ваза на столе всегда должна быть с цветами. Все это символы достатка и благополучия, и таким образом в ваш дом будут всегда притягиваться деньги и благополучие. А вот чтобы усилить этот эффект, положите под скатерть купюру любого номинала и под купюру лавровый лист. Помните о том, что ключам также не место на столе, потому что они могут закрывать дверь денежным потоком, они могут привлекать в дом бедность и нищету. Ключи на столе также предвещают и ссору, скандалы в доме, либо самую дальнюю дорогу в скором будущем, которая будет полна неприятностей и всевозможных проблем. Их вообще, ключи не нужно класть где попало. Запомните, что у ключей должно быть свое место в доме, и лучше, если у них будет персональный дом, ключница. Недаром сегодня в нашем современном мире продаются ключницы. Они есть разные, дорогие, дешевые, даже есть деревянные, пластмассовые, какие угодно. Вот выберите ключницу, купите ее себе, и пусть там ваши ключи всегда будут находиться.
Также ни в коем случае не стоит класть на стол сумку, рюкзак, барсетку. Запомните, вы ходите по улице, вы ходите с этими вещами, и на вас смотрят люди. Они прикасаются не только к вам, но и к вещам, например, в том же общественном транспорте. Люди бывают разные, и таким образом эти вещи, возможно, специально, не специально, но они напитываются негативом. А вы приносите весь этот негатив и плохую энергию в свой дом и ставите еще на такой важный предмет в доме, как стол. Такое действие может разрушить ваше семейное благополучие. Мы рекомендуем для сумок, для рюкзаков, для барсеток иметь отдельный столик. Или, возможно, в шкафу отдельное место. Именно там они должны храниться. С одной стороны, это порядок, а с другой, это определенная энергетика, которая сохраняется в одном определенном месте у вас в квартире или в доме. Также никогда не оставляйте деньги и кошелек на столе, потому что это будет привлекать к вам в дом финансовые проблемы и, опять же, ссоры, непонимание в вашу семью. А в будущем вас еще будут ждать большие расходы, и вам придется потерять все ваши накопления. Что же касательно ножей и других предметов, которые режутся или имеют зубья, не стоит также оставлять на столе. Особенно нож на столе нельзя оставлять лезвием вверх. Считается, что нож предназначен для того, чтобы разрезать продукты. А находясь на столе, он тем самым разрезает энергетику вашего дома, что в последующем приведет к серьезным ссорам в семье и разногласиям, скандалам между близкими людьми. Что же касательно вилок и колющихся предметов, то именно эти предметы на вашем столе приведут к кошмарам и к бессоннице. Поэтому лучше убирайте такие предметы в специально отведенные места, чтобы не навредить себе и энергетике своего дома. Головным убором тоже не место на столе. Это приводит к безденежью. Их нельзя также кидать на стол, так как вы этим выказываете неуважение к столу и можете навлечь неприятности на всю семью и большие ссоры. В древние времена за такой поступок даже выгоняли из дома, чтобы неприятности не напали на всю семью. А вот оставленная на столе расческа принесет вам позор и стыд. И такая ситуация произойдет с вами в самый неожиданный момент, в тот момент, когда вы этого можете не ожидать. Поэтому вы можете даже попасть в неприятную ситуацию, которая связана со сплетнями. Поэтому у расчески в вашей квартире или в доме должно быть место, потому что расческа, когда вы расчесываетесь, как минимум она собирает с волос также определенную энергетику. И тем самым, когда вы оставляете расческу на столе, вы распространяете определенный негатив в свою жизнь. Далее ваза на столе с цветами. Вы знаете, это очень хороший символ, потому что именно ваза на столе с цветами притягивает деньги, стабильность, счастье и благополучие в ваш дом. Когда вам подарили букет и вы увидели, что он начинает подсыхать, сразу убирайте его со стола, а лучше сразу и из дома. Потому что сухие цветы, они притягивают в дом плохую и неблагоприятную энергию. Также не стоит засушивать цветы и держать их потом в вазе. Есть такие сухоцветы, которые поглощают человеческую энергию. Помните, вы можете держать только те сухоцветы, которые вы принесете из церкви или купите в большой церковный праздник. Такие цветы, наоборот, будут приносить вам гармонию, изобилие, помогать вам и подпитывать еще ваш дом положительной энергией и счастьем. Помните о том, что обеденный стол – это, наверное, один из самых главных предметов в вашем доме. И к нему нужно относиться особенно бережно, аккуратно и в то же время внимательно. Помните о том, что за столом, как правило, собирается вся семья. За столом вы встречаете гостей, а это, в свою очередь, образует поток положительной энергии.
А если ваш стол накрыт красивой скатертью, на нем стоит красивая тарелка со сладостями, с фруктами, тогда в вашем доме всегда будет взаимопонимание, будет финансовая стабильность и счастье. Поэтому всегда, пожалуйста, уделяйте особое внимание своему столу. Если кто-то из гостей пришел и положил на ваш стол какие-либо вещи, сразу их убирайте. И желательно сразу протрите тряпочкой, таким образом убрав эту вот энергетику, возможно, разрушения и энергетику разъединения, ссор, скандалов. Обращаем на это, ваши друзья, особое внимание. Вот, друзья, теперь вы знаете и понимаете, какие вещи и предметы нельзя держать на столе ни в коем случае. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайк этому видео. Таким образом происходит между нами энергообмен. И поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.